Представьте себе на мгновение, друзья, как в самом сердце Башкирии, в тихой неприметной деревушке Чандар-Наримановского района, происходит настоящее научное чудо, которое способно перевернуть с ног на голову все наши представления об истории человечества. Это не просто находка. Это настоящий взрыв в мире археологии и истории. Речь идет о гигантской каменной плите, возраст которой ученые оценивают примерно в 120 миллионов лет. Да, вы услышали правильно. 120 миллионов лет назад, когда по официальной науке на Земле еще властвовали динозавры, а о человеке даже речи не шло. На поверхности этой плиты, словно вырезанной рукой неведомого гения, нанесена точнейшая рельефная, объемная карта целого Уральского региона. Детализация такая, что она больше напоминает современные военные топографические карты, созданные с помощью спутников, лазеров и супермощных компьютеров. Но все это было сделано в незапамятные времена, когда, казалось бы, никакой цивилизации просто не могло существовать. Это открытие, случившееся в 1999 году, мгновенно стало мировой сенсацией, хотя официальная наука до сих пор пытается его замолчать или принизить. Профессор Башкирского государственного университета Александр Николаевич Чувыров вместе со своими коллегами, группой энтузиастов из России и Китая, обнаружил неопровержимые доказательства существования высокоразвитой древней цивилизации, о которой раньше никто даже не смел мечтать в самых смелых фантазиях. Плита — это не просто камень с рисунками. Это полноценная трехмерная карта с мельчайшими деталями рельефа, реками, возвышенностями, каньонами и целой сетью поистине грандиозных инженерных сооружений, которые поражают воображение своей масштабностью и продуманностью. На ней четко отмечены гидротехнические объекты невероятной сложности. Огромная система каналов общей протяженностью в целых 12 тысяч километров. Мощные дамбы, гигантские плотины и загадочные ромбовидные площадки, назначение которых до сих пор остается полной тайной для современных специалистов. Как будто древние картографы точно знали, где и как строить, чтобы полностью изменить ландшафт целого региона, осушить болота, перенаправить реки и создать идеальные условия для жизни. А еще на этой удивительной поверхности множество загадочных надписей и символов. Сначала эксперты подумали, что это знакомые древнекитайские иероглифы, ведь вертикальная письменность использовалась в Китае до III века до нашей эры. Но после тщательного, многолетнего анализа стало ясно — нет, это совершенно другой язык. Иероглифослоговый, неизвестного происхождения. Расшифровать его пока не удалось, несмотря на все усилия лингвистов и специалистов по древним языкам. Сам профессор Чувыров, доктор физико-математических наук, с честной, немного усталой улыбкой признается в интервью. Чем глубже я погружаюсь в изучение этой находки, тем лучше понимаю, как мало мы на самом деле знаем о прошлом нашей планеты. Это заставляет переосмыслить буквально все, от происхождения человека до уровня развития древних цивилизаций. Но давайте вернемся к началу этой по-настоящему эпической истории, чтобы вы могли прочувствовать каждую деталь. Все началось еще в 1995 году, когда Александр Чувыров вместе со своей аспиранткой из Китая Хуан Хун решил заняться серьезным исследованием возможных путей миграции древних китайских народов на территорию современной Сибири и Урала. В одной из экспедиций по Башкирии они наткнулись на несколько наскальных надписей, выполненных именно на древнекитайском языке. Эти надписи подтвердили догадку о переселенцах. В основном они рассказывали о самых обыденных вещах — торговых сделках, регистрации браков, записях о рождениях и смертях. Казалось бы, обычная археологическая рутина, которая могла бы остаться незамеченной. Однако настоящий прорыв случился чуть позже, когда в процессе кропотливого поиска в архивах генерал-губернатора Уфы ученые наткнулись на старые пожелтевшие заметки, датированные концом XVIII века. В них говорилось о 200 необычных белых каменных плитах, которые якобы лежали неподалеку от деревни Чандар. Возникла интригующая идея. А вдруг эти плиты тоже имеют прямое отношение к китайским переселенцам? Позже, углубившись еще глубже в архивные документы, Чувыров нашел упоминание о том, что еще в XVII-XVIII веках русские научные экспедиции, исследовавшие Урал,
подробно описывали эти самые 200 белых плит со странными знаками, узорами и рельефами. А в начале XX века известный археолог Александр Васильевич Шмидт лично видел на территории Башкирии целых 6 подобных плит. Это стало настоящим катализатором для дальнейших действий. В 1998 году профессор собрал сплоченную команду из своих знакомых, студентов и коллег, нанял вертолет и начал масштабные поиски по предполагаемым местам. Они облетали район за районом, прочесали каждый уголок, но, несмотря на все титанические усилия, древние плиты тогда так и не нашлись. Отчаяние было таким сильным, что Чувыров даже подумал вслух. А вдруг вся эта история с плитами — всего лишь красивая народная легенда, не больше? Может, мы зря тратим время? Но удача, как это часто бывает в великих открытиях, пришла совершенно неожиданно и в самый неожиданный момент. Летом 1999 года, а точнее 21 июля, во время очередного визита в деревню Чандар к профессору подошел бывший председатель местного сельсовета Владимир Крайнов. Кстати, именно в доме его отца когда-то останавливался тот самый археолог Шмидт. Крайнов сказал простыми, но судьбоносными словами. «Вы тут плиты какие-то ищете? У меня во дворе одна странная такая лежит под крыльцом». Поначалу Чувыров не воспринял это всерьез. Мало ли, какие байки рассказывают местные жители. Но все же решил проверить. Под крыльцом действительно обнаружилась огромная плита, покрытая непонятными насечками, рельефом и линиями. Достать ее вдвоем было физически невозможно, весила она не меньше тонны. Пришлось срочно вызывать подмогу из Уфы, организовывать целую спасательную операцию. Через неделю в Чандаре закипела настоящая работа, словно на съемках исторического фильма. После тщательных раскопок все ахнули от размеров находки. Высота — 148 сантиметров, ширина — 106, толщина — всего 16 сантиметров, но вес — больше тонны. Хозяин дома за несколько часов собственными руками смастерил специальные деревянные ролики, и с их помощью плиту, наконец, выкатили из ямы под радостные возгласы всей команды. Находку торжественно назвали «Дашкин камень» в честь внучки Александра Чувырова, которая родилась буквально накануне этого события. Плиту аккуратно перевезли в университет для тщательных многомесячных исследований. Когда ее тщательно очистили от земли, грязи и наслоения веков, все замерли в полном благоговейном изумлении. С первого взгляда я понял, что это не просто кусок камня с царапинами, вспоминает Чувыров с блеском в глазах, а самая настоящая объемная карта, причем не примитивная, а выполненная на высочайшем технологическом уровне. Легко узнавалась Уфимская возвышенность, Уфимский каньон, который сейчас превратился в реку Уршак, а также реки Белая, Уфимка и Сутолка. Масштаб карты примерно 1 к 1,1 километру. Геологические изыскания полностью подтвердили. Каньон действительно существовал именно в том месте, где указывает древняя карта. Его смещение произошло из-за движения тектонических плит с востока. Все сходится идеально, до миллиметра. Состав самой плиты оказался еще одним потрясением для всей научной группы. Она состоит из 3 тщательно продуманных слоев. Основание — 14 сантиметров сверхпрочного доломита. Средний слой — это диапсидовое стекло, технология обработки которого современной науке совершенно неизвестна. Именно на этом слое и нанесено все изображение. А верхний, тончайший слой в 2 мм — это кальциевый фарфор, который служит идеальной защитой от внешних воздействий, влаги и времени. «Особо хочу подчеркнуть», — говорит профессор, «рельеф на плите ни в коем случае не вырезался вручную каким-то древним мастером. Это просто физически невозможно при таком уровне точности. Очевидно, что здесь применялась механическая обработка с помощью точных механизмов, возможно, даже неизвестных нам технологий. Рентгеновский анализ и другие лабораторные исследования окончательно подтвердили. Плита имеет полностью искусственное происхождение и создавалась в лабораторных или промышленных условиях той эпохи. Сначала ученые предполагали китайское происхождение из-за вертикальных надписей. Чувыров даже специально летал в Китай, где с огромным трудом через множество бюрократических преград добился доступа в императорскую библиотеку. Но за отведенные ему всего 40 минут он убедился,
ничего похожего на эти символы в китайских источниках нет. Коллеги из Хунаньского университета поставили окончательную точку. Такой фарфор в Китае никогда не применялся. Надписи так и остались загадкой, хотя профессор считает, что один значок, возможно, обозначает широту современной Уфы. Но самое поразительное на карте — это гигантская растительная система, настоящее чудо древней инженерной мысли, которое затмевает все, что мы знаем о современных мегапроектах. Кроме естественных рек, здесь изображены две огромные системы каналов шириной по 500 метров каждая, 12 плотин шириной от 300 до 500 метров, длиной до 10 километров и глубиной до 3 километров. Эти плотины могли менять направление воды в любую сторону по желанию, а для их создания пришлось переместить больше квадриллиона кубометров земли. Объем, который просто не укладывается в голове. По сравнению с ними, современный Волго-Донской канал выглядит как крошечная царапина на земле. Как физик, Александр Чувыров уверен на 100%. В наших сегодняшних условиях, даже с самыми современными технологиями, человечество способно построить лишь малую часть того, что здесь изображено. Судя по карте, даже русло реки Белой изначально было полностью искусственным, созданным руками этой древней цивилизации. Определить точный возраст плиты было крайне сложно и потребовало множества анализов. Радиоуглеродный метод и сканирование урановым хронометром дали противоречивые результаты. Но на поверхности нашли две вкрапленные ракушки, которые стали ключом. Одна — Навикапсина мунитус, около 50 миллионов лет. Вторая — Экулиамфалус принцепс, целых 120 миллионов. Именно эту дату приняли за рабочую версию. Возможно, карта была создана именно тогда, когда магнитный полюс Земли располагался в районе нынешних островов Франца Иосифа. А теперь, друзья, давайте перейдем к той части истории, которая добавляет еще больше интриги и альтернативного взгляда. Известный российский ученый, академик РАЯН Николай Викторович Левашов, один из ярких представителей альтернативной истории, глубоко изучил этот артефакт и дал ему свое объяснение. Левашов не только подтвердил подлинность и уникальность карты Создателя, но и связал ее с реальным прошлым наших предков, древних славяно-ариев, или, как он их называл, руссов. По его словам, эта карта — прямое доказательство высочайшего уровня цивилизации, существовавшей на нашей территории около 100 тысяч лет назад в допотопные времена. Он считал, что загадочные ромбовидные площадки на карте — это не что иное, как взлётно-посадочные полосы для древних летательных аппаратов «Вайтман» и «Вайтмар», тех самых маточных космических кораблей, о которых говорится в славяно-арийских ведах. Эти корабли могли нести в себе до 144 меньших «Вайтман» и использовались для торговли и перемещений. Левашов ссылался на древние предания, где описываются «долины дивные», где стояли эти корабли и улетали в небеса. По его версии, карта отражает технологические свершения той эпохи, когда наши предки уже владели невероятными знаниями, летали и строили на уровне, недоступном нам сегодня. Более того, Левашов лично видел Дашкин камень в бытовом помещении корпуса МГУ в Москве, среди ведер, швабр и поломоечных машин. По его рассказу, на одной из конференций плита уже тогда была расколота, повреждена. В знак доказательства он показал участникам небольшой каменный осколок, который ему удалось вынести оттуда. Это добавляет еще одну мрачную ноту. Почему такая сенсационная находка оказалась заброшена в подсобке, а не в музее? Левашов считал, что это часть систематического сокрытия правды о нашем великом прошлом. Он часто упоминал этот артефакт в контексте своей книги «Россия в кривых зеркалах», где переосмысливал официальную историю и говорил о планетарных катастрофах, которые произошли более 113 тысяч лет назад, когда континент Дария ушел под воду, а люди переселились в Азию, включая Урал. Ученые убеждены, Дашкин камень — всего лишь маленький фрагмент гигантской карты всей Земли. По расчетам фрагментов могло быть 348. Во время ледникового периода огромную мозаику разорвало на части. Если собрать ее заново, размер карты составит примерно 340 на 340 метров. Целый квартал. По архивным данным, Чувыров уже примерно определил места еще 4 фрагментов.
Под домами в Чандаре, под деревенской баней и даже под опорой старого моста узкоколейки. Башкирские исследователи не теряют времени даром. Они берут сотни проб грунта в окрестностях, отправляют материалы в ведущие научные центры мира, выступают на международных конгрессах с докладом о гидротехнических сооружениях неизвестных цивилизаций Южного Урала. Аналогов такой находки на всей планете нет. Разве что один маленький камешек из халцедона с точно таким же рельефом. Кто-то когда-то явно пытался скопировать карту, но кто и зачем — это еще одна неразгаданная загадка, которая будоражит умы. История карты создателя только начинается, друзья. Каждый новый факт приносит больше вопросов, чем ответов. Где сейчас находится плита? Почему она оказалась в забвении? И что еще скрывает наша Земля под толстым слоем времени? Может быть, мы стоим на пороге настоящего переосмысления всей человеческой истории? Может, наши предки были куда могущественнее, чем мы думаем, и оставили нам не просто камень, а ключ к пониманию себя? Если эта тема вас зацепила, ставьте лайк, пишите в комментариях, что вы думаете о словах Левашова, и подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. Впереди еще много удивительного. Оставайтесь с нами на этом пути к истине.